Егор Кузьмич был охотником старой закалки. Тайгу знал как свои 5 пальцев. Но в этот раз даже ему было не по себе. В лесу появился шатун. Медведь, не легший в спячку. Это самое страшное, что может случиться зимой. Голодный, безумный зверь бродил совсем рядом с деревней, и жители боялись выпускать детей на улицу. Кузьмич взял свой верный карабин, встал на широкие лыжи и пошел по следу. След был странный. Медведь не петлял, а шел целенаправленно в сторону старого бурелома, в самое глухое место чащи. Спустя 3 часа погони Кузьмич загнал зверя в тупик. Медведь забился под корни огромного вывернутого кедра. Охотник снял карабин с предохранителя. Сердце стучало в висках. Он видел в темноте норы горящие желтые глаза. «Ну все, выходи, людоед», — прошептал Кузьмич, прицеливаясь точно между глаз. Медведь вышел. Это был огромный, худой самец со шрамом на морде. Он встал на задние лапы, закрывая собой проход в нору. Кузьмич напряг палец на спусковом крючке. Одно движение — и грохнет выстрел. Но зверь вел себя странно. Он не ревел, не кидался. Он смотрел на человека с какой-то мольбой. Вдруг медведь опустился на 4 лапы и, странно урча, отступил в сторону. Он носом потолкнул вперед кучу елового лапника, на котором только что лежал. Кузьмич пригляделся через прицел и чуть не выронил оружие. На подстилке из хвои, свернувшись калачиком, лежал маленький мальчик. Это был 7-летний Пашка, сын соседа, который пропал 2 дня назад. Вся деревня сбилась с ног, думая, что мальчишка замерз или попал к волкам. А он лежал здесь, в берлоге самого страшного хищника леса. Медведь нашел замерзающего ребенка в лесу. Но вместо того, чтобы растерзать легкую добычу, в звере проснулся какой-то древний инстинкт. Он принес мальчика в свое лежбище. 2 суток огромный, голодный хищник грел человеческого детеныша своим горячим мехом, защищая его от смертельного мороза -40. Медведь поднял передние лапы, словно сдаваясь, и издал тихий звук, похожий на вздох. Он показывал: «Забирай, я его сберег». У Кузьмича задрожали руки. Он медленно опустил ствол. «Прости, хозяин», — хрипло сказал охотник, кланяясь зверю в пояс. Медведь постоял еще секунду, убедился, что человек не опасен для найденыша, развернулся и медленно, с достоинством ушел в чащу, растворяясь в снежной пелене. Кузьмич принес спящего Пашку в деревню на руках. Мальчик был жив и здоров, только очень хотел есть. С тех пор Кузьмич каждый месяц носит в тот бурелом мешок рыбы и сгущенку. Он знает, в тайге у него есть друг, у которого душа чище, чем у многих людей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.